Всем привет, ребята! Добро пожаловать на канал Красная Таблетка, и в этой нестандартной, размеренной обстановочке мы продолжим другую тему. Взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Очень острая тема, очень как будто бы абстрактная, но сегодня я хочу собрать это воедино для того, чтобы понять самые ключевые структуры, которые дают нам возможность создать гармоничные взаимоотношения. И вообще, что такое гармоничные взаимоотношения? Действительно ли это так, что они очень сильно отличаются и у всех по-разному все складывается? Данная информация в видео поможет вам улучшить взаимоотношения с вашим партнером, либо наоборот, вы примете уже решение, что вам нужно расстаться. Давайте сегодня рассмотрим это более подробно и, как обычно, с нестандартной точки зрения Красной Таблетки. Канал саморазвития Красная Таблетка. Необходимо понять, что самое главное во взаимоотношениях между людьми. Это спокойствие. Чтобы никто никому не трахал мозг, все улыбались и разделяли счастье рядом с друг другом. Социальные структуры очень сильно важны в отношениях, но на самом деле это второстепенно. В первую очередь нам важна эта природа. Что такое природа? Это в первую очередь биоритм человека. Температура в квартире, формат еды, какая конкретно еда, какой конкретно цвет одежды в приоритете, температура в помещении, тон голоса, запах тела. Когда ты обнимаешь женщину, она должна быть определенного размера, чтобы тебе было удобно, комфортно ее обнимать. Тогда, когда ты засыпаешь с ней, ты можешь обнять и не замечать ее, она тебе не мешает. Знаете, те люди, которые говорят, что я привык спать один, мне это все мешает, я люблю пространство и так далее. В этом вся и проблема, что ты выбираешь себе партнера через башку. Когда ты реально выбираешь себе настоящего, подходящего партнера по всем твоим биоритмам, этот человек тебя вообще никак не напрягает. Тогда, когда ты сидишь в ресторане и вы смотрите менюшку, и из этого просто большущего списка вы выбираете одинаковые блюда, вот это называется настоящие взаимоотношения. Приведу пример из моих взаимоотношений, хоть я и не люблю сейчас выставлять свою личную жизнь, но я могу сказать, что моя девушка, она очень красиво поет. Я, честно говоря, тот человек, который не очень любит людей, которые постоянно поют в машинах там, или там в душе и так далее, то есть постоянно где-то. Но я понимаю то, что я действительно этого человека люблю просить петь в квартире, хоть где угодно, перед сном, даже перед сном. Я очень сильно аудиальный человек, но я понимаю, что мне этот голос реально заходит. Именно вибрации голоса подходят к моему телу, и мне очень сильно приятно и слушать, и находиться рядом с этим человеком. Самое главное — это биоритм человека. И если ты захотела покушать, твой партнер тоже уже думает об этом. Если ты чувствуешь, что тебе хочется погулять, твой партнер тоже думает об этом. И если ты собираешься вдруг такая вся прихорошилась, сидишь такая в зеркале и смотришь на себя и думаешь, блин, куда-то бы хотелось бы эту красоту выгулить. И тебе звонок. И там звонит твой мужчина и говорит тебе: слушай, я хочу съездить в ресторан, ты что, вообще готова? Нет. И ты понимаешь, что ты уже давным-давно на низком старте. Это называется биоритм, который подходит или не подходит. Ваши вкусы, цвета, приоритеты в одежде, приоритеты в сексе, в количестве этого секса, в количестве лени или бодрствования. Все это заключается в нашем биоритме. Самое важное, что это построено в первую очередь на нашем животном, на нашей природе. И это в первую очередь нам незаметно, и мы на это не обращаем внимания. Самое важное — это ближе к телу, потому что если ваш мужчина или ваша женщина будет очень отвратительно вонять, неважно, какие у нее будут замечательные перстни, достижения в этом обществе, вы свалите оттуда. Когда люди говорят, что нам необходимо постоянно разговаривать, нам нужно постоянно обсуждать, это действительно важно, но на самом деле это закрывает лишь только одну потребность. Больше головушку наш интеллект, когда ты уговариваешь себя что-то сделать. Это то же самое, когда ты выбираешь профессию, и она тебе не нравится, но тебе родители говорят, что там можно зарабатывать. Это очень сильно важно, очень сильно востребованная профессия, но тебе это не интересно. Но ты идешь туда и по итогу тратишь 15-20 лет на неинтересной работе, ты зарабатываешь деньги, но в итоге понимаешь, что твоя жизнь проходит, а по факту, сходил ты в красивый ресторан, купил ты себе классную шмотку, съездил даже отдыхать. Но 80% нашей жизни происходит в работе, в нашей деятельности, и если она тебе не нравится, то
ты себя выжгешь, и похер, какие у тебя хоромы вокруг тебя. То же самое и с взаимоотношениями. Если ты хочешь договориться через голову, чтобы полюбить этого человека или чтобы он тебе как бы стал приятен, это очень сильно глубокий самообман, который приведет к очень серьезным семейным проблемам. И не только семейным, но и вообще психологическим, потому что в таком состоянии долго находиться, к сожалению, очень опасно. На своих консультациях я встречаю девчонок, которые переживают, что они встречают мужчин, которые как бы им очень нравятся, но при этом они чувствуют, что с ними как-то не заходит. И я всегда задаю вопрос: а тебе действительно этот мужчина нравится? Или ты все-таки там какие-то галочки нашла, которые прям зацепилась за них, и вот именно считаешь, что это твой суперпринц? Мы раскапываем, мы понимаем то, что этот человек начинает искать мужчину себе через определенный список, который как бы он выполняет, но что-то вагинка не влажная, но что-то вот не подходит, как будто бы скучновато, как будто бы состояние какое-то тревожное. И вот в этом и заключается суть, что мы уходим, к сожалению, от тела в наш интеллект. И мы перестаем ощущать. Это очень сильно важно, ощущать свое тело, ощущать свои состояния, что я и передаю на своих консультациях, в своем онлайн-курсе «Красная таблетка». Важно ощутить себя в первую очередь через тело. И это не какая-то эзотерика. Когда ты начинаешь реально понимать свои чувства, ты начинаешь понимать четко, конкретно, подходит тебе этот человек или не подходит. И не надо себя ни в коем случае уговаривать, потому что это, как я уже сказал, очень сильно страшно. Очень сильно вредно. Проблема нашего общества — это то, что мы хотим все понять через голову, и нам действительно очень много маркетинговых компаний навязало тех структур, как будто бы важнее, чем то, что ближе к телу. Но почему же так происходит? Есть большая и очень крутая причина. Мы в этом канале рассказываем сложные процессы на простом языке. Помните, как бабушка или мама заставляла вас доедать еду? Когда ваше тело уже говорит: я сытый, я сытая, но бабушка говорит: слушай меня, это очень сильно важно, нужно доедать, если хочешь быть здоровой, если хочешь быть здоровым, побеждать всех и быть там на коне, тебе необходимо доедать. Что бабушка говорит на самом деле? Не слушай свое тело, слушай меня. То есть я слушаю других, а потом слушаю свое тело. И этот Что, блять, это происходит? Можем продолжать. Просто какая-то оперета вообще пошла, просто бред какой-то. Ну реально, здесь ребята живут вообще по-другому. И вот это убеждение «слушай меня, но не слушай свое тело» в первую очередь на самом деле проецируется на всех последующих наших выборах, действиях в нашей жизни. И мы думаем, что в детстве так это и остается. Это действительно остается в детстве, это остается во внутреннем ребенке. И это не какая-то там эзотерика. У нас формируются определенные ощущения, которые говорят нам: слушай других, старших, взрослых, более сильных особей. Ты понимаешь, что общество говорит: вот эта женщина, она красивая, вот у нее симметричные черты лица, сиськи не висят, вот она зарабатывает, вот она такая, все, надо брать. Или мужчина наоборот, да, статный мужчина там, да, вот эти вот понятия, да. А ты тянешься к другому мужчине, но в итоге понимаешь, что блин, как-то неприятно с ним выходить на улицу, как будто бы чувствуешь себя не так прямо вот классно, как чувствует себя другая. Но когда ты рядом с ним находишься дома, в постели, ты понимаешь, что ты улетаешь просто в космос. Так вот, в этом вся и проблема, что мы слушаем больше общества, слушаем взрослых, слушаем кого-то более сильных особей, нежели чем свое внутреннее ощущение. Очень многие женщины жалуются на то, что мужчина ее не удовлетворяет, она не получает оргазм или как-то чувствует себя дискомфортно в самом сексе. Но проблема-то не в том, что мужчина не может как-то удовлетворить женщину или что-то не знает, или ему необходимо пойти обучаться. Очень сильно важно это начать чувствовать себя и свое тело. И тогда, когда ты ныряешь во внимание себя, ты начинаешь понимать и также чувствовать партнера. Мне не нужно изучать энциклопедию, как сделать так, чтобы женщина моя получила оргазм, или в каком положении мне необходимо отодвинуть ягодицы или там тело, чтобы
задеть эту и найти точку G. Очень сильно важно это наблюдать за своим партнером, потому что та же самая точка G, она всегда находится чуть левее, чуть правее, где-то выше, где-то глубже. У всех женщин она находится по-разному, не то, что там прям вот там и нигде, вот нужно туда давить. Эти академические знания на самом деле приведут тебя к очень серьезным проблемам, поэтому тогда, когда ты чувствуешь свое тело, тогда, когда ты обращаешь внимание на свои реакции, ты начинаешь замечать это и в других людях. Либо она реально чувствует себя дискомфортно, либо она действительно вот именно там, и она ощущает эту благодать, этот оргазм. Понимаешь? Это необходимо ловить. Тебе захотелось как будто бы, чтобы тебе подарили цветы. Да, действительно, это приятно, я не спорю, если тебе вдруг мало дарят подарки. Но, честно говоря, это не совсем про настоящие взаимоотношения. Когда ты находишься в реальных, очень гармоничных взаимоотношениях с мужчиной, тебе на самом деле вокруг очень мало чего нужно. Тебя не будет расстраивать, что тебе уже месяц или два этот мужчина не подарил цветы. Возможно, даже такого не будет, потому что он сам захочет это делать. Когда вы на одной волне, он будет понимать то, что ты хочешь. Но очень важно это найти партнера не по списку. Необходимо прокачать ощущения в своем теле. Мы синхронизируемся с людьми не совсем на общественных понятиях, не совсем на этих пунктах, которые ты себе выписал или выписал, какая женщина должна быть рядом с тобой. Очень сильно понимать нужно и чувствовать свою природу. Мы забыли через эту сильную систему, которую прививают нам в детстве. И в итоге мы отторгаем свои чувства, свое проявление и, соответственно, выбираем ошибочных себе партнеров и получаем очень много шишек и расстройств на протяжении всей нашей жизни. Обязательно посмотрите видео «Как разрушить матрицу». Там я привожу очень наглядные примеры и методы для того, чтобы понять, что мы находимся в очень серьезной системе, которая управляет нами. Ее необходимо взломать для того, чтобы делать свои органичные, настоящие выборы, правильные выборы, которые приведут нас к нашему жизненному счастью. Конечно, в одном видео я не смогу рассказать этот большущий пласт про взаимоотношения, но я вас искренне прошу, оставляйте комментарии, какие темы, какие слова вас прямо зацепили. Я буду рад раскрыть эту тему. Возможно, тема секса, возможно, воспитание детей, возможно, взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Любые нюансы пишите в комментариях, я буду искренне рад потом записать эти видосы, либо раскрыть это в своем телеграм-канале. Я оставлю все ссылки под этим видео, и мы скоро увидимся. Нужно выбираться. Скоро увидимся. Канал саморазвития «Красная таблетка».